Всем здравствуйте, меня зовут Любовь, вы на моем канале Любовь Вязание. Сегодня предлагаю связать вот такую веселую, красивую грушу. Вот так игрушка выглядит. Это может быть как брелок, как самостоятельная игрушка, и также она вот может устойчиво сидеть. Можно ее так поставить на полочку или на стол, и будет так сидеть. Эту игрушку вяжем снизу, вывязываем ножки, вяжем туловище, вывязываем ручки и далее завершаем вязанием. Отдельно вяжем вот такой листочек, такой хвостик и их пришиваем. Делаем такое красивое оформление, и игрушка готова. По сантиметрам замеряю вот без хвостика. 9,5-10 сантиметров. Вязать ее быстро, и она получается вот такая красивая. Использовала для этой игрушки я плюшевую пряжу, немножко вот зеленого и коричневого. В 100 граммах 120 метров. И вязала крючком 4 миллиметра. Грушу я вязала не сама, а со своей маленькой помощницей, со своей дочкой. Так что, возможно, за кадром вы ее услышите и увидите ее ручки. И давайте вместе с вами будем вязать вот такую красоту. Начинаем вязать снизу вверх. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В первом ряду 5 столбиков. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Один столбик или маркер, и сюда же провязываем второй столбик. Так, первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая и пятая. В конце второго ряда 10 столбиков. Третий ряд вяжем 1 столбик, прибавка, повторяем так 5 раз и будем вывязывать еще ножки. 1 столбик, прибавка, 1 столбик, прибавка. Вывязываем первую ножку, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка провязываем столбик с накидом 1 не до конца и столбик с накидом 2. Общая вершина. И соединительный столбик, воздушную петлю, где вывязывали эти столбики с накидом, и по цепочке из воздушных петель 2 соединительных столбика. Это вот первая ножка. Теперь 1 столбик, прибавка,
1 столбик, вывязываем вторую ножку, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка провязываем 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Соединительный столбик в столбике, с которого вывязывали столбики с накидом, и по воздушным петлям 2 соединительные петли. Можно сделать соединительную петлю в сам столбик, из которого вывязывали. Так, теперь прибавка. Один столбик и прибавка. В конце третьего ряда получилось 15 столбиков. Четвертый ряд, 2 столбика и прибавка. 1, 2, прибавка. Так повторяем 5 раз. 1, 2, прибавка. Ножку опускаем вниз. 1, 2, прибавка. И так довязываем до конца ряда. В конце четвертого ряда 20 столбиков. Пятый ряд тоже провязываем 20 столбиков без изменения. Шестой ряд, 3 столбика, 1, 2, 3, прибавка. Повторяем 5 раз. В конце шестого ряда 25 столбиков. Седьмой ряд. В этом ряду будем вывязывать ручки. Провязываю столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сделаем здесь ручку для того, чтобы ручки вот так были по бокам. Ручки вывязываем так же, как ножки. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка. 1, 2, 3. Вывязываем 1 столбик с накидом не до конца. Второй — общая вершина. Соединительный столбик, воздушную петлю, откуда вывязывали столбики с накидом, и по воздушным петлям 2 соединительные петли. Соединительная петля в сам столбик, из которого вывязывали ручку. Снова столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, делаем 10 и вывязываем вторую ручку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка 2 столбика с накидом с одной общей вершиной. Соединительная петля там, где были столбики с накидом, и
2 соединительные петли по воздушным петлям и соединительная петля в сам столбик. И довязываем 1, 2, вот как ручки смотрятся, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 7 ряду 25 столбиков. В 8 ряд тоже вяжем 25 столбиков. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ручку опускаем вниз. И так продолжаем вязать до конца ряда. В 8 ряду 25 столбиков. 9 ряд 3 столбика. 1, 2, 3, убавка. Повторяем так 5 раз. В конце 9 ряда 20 столбиков. 10 ряд 20 столбиков. Вставила глазки 10 миллиметров между 7 и 8 рядами. Также наполнила немного наполнителем. 11 ряд 2 столбика, 1, 2, убавка. Повторяем 5 раз и в конце 11 ряда 15 столбиков. По 15 столбиков вяжем 12, 13, 14 ряды. Также вот наполняем наполнителем. Итак, наполняем, чтобы вот нижняя часть была более плоская, чтобы можно было игрушку вот так посадить при желании. И 15 ряд 1 столбик и убавка. Снова так довязываем до конца ряда и в конце 15 ряда 10 столбиков. Еще дозаполнила наполнителем. Последний 16 ряд это 5 убавлений. Прячем верхнюю дырочку за передние стенки каждого столбика. Затянули и вкалываем в середину. Вот получилась такая груша. Свяжем листочек, беру зеленый цвет, немного оставляю такой хвостик и провязываем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида, второй столбик без накида, полустолбик с накидом, в последнюю воздушную петлю полустолбик с накидом 1, полустолбик с накидом 2, теперь 2 столбика с накидом, 1, 2 и 2 полустолбика с накидом, 1, 2. Разворачиваемся по обратной стороне и ввязываем этот хвостик. Провязываем полустолбик с накидом
и 2 столбика без накида. Получается такой листочек. И оставляю ниточку небольшую для пришивания. Вот. И теперь свяжем хвостик коричневый. Набираем воздушные петли 1, 2, 3, 4 и вот 5. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 и 4. Тоже отрезаем небольшой хвостик для того, чтобы можно было пришить. Теперь вот возьмем сразу, пришиваем хвостик сверху, завязываем на эти узелки, отрезаем и потом берем, пришиваем листочек. Вот взяли хвостик и вверху в центральной части теперь за хвостик, снова за грушу, снова за хвостик. И вот эти 2 хвостика теперь можно связать и спрятать в серединку. Теперь берем хвостик, смотрим, где вам нравится, там и пришиваете. И тоже вот за грушу основную деталь. Теперь за листочек, снова за грушу и за листочек. Вот так. И теперь делаем закрепочку, прячем эту ниточку и все хвостики отрезаем. Вышиваем реснички. Беру черную пряжу джинс Ярнард. Оставляю хвостик для того, чтобы потом зафиксировать все хвостики и завязать. И вышиваю реснички. Вторая ресничка и вот третья. И теперь так сверху глазика и переходим на второй глаз. Вот такие получились реснички. Еще вышила вот такие бровки. Теперь эти 2 хвостика связываю на 2 узелка и прячу в середину игрушки. Так, мы вышили вот такие еще щечки, и сейчас будем вышивать ротик. Вкалываем вот ниточку с иголочкой. Я сама. И Мама, я сама. под глазками.
Хвостик здесь оставляем вот такой небольшой. Теперь нужно вколоть в то же место, где мы уже вкалывали, и опуститься на 2 столбика, опускаемся вниз. Так, у нас получается такая петелечка. Теперь эту петелечку вот так мы подхватываем и делаем здесь стежок. И выводим в то же место, где у нас остался хвостик. Вот получается такой ротик. И эти 2 ниточки связываем между собой и тоже прячем их в серединку. Получилась такая груша. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!